Я хочу рассказать тебе историю про то, как я умер второй раз. Мое тщеславие лишило жизни тех, кто доверял мне, Глорфинделю. Выжившие назовут это сиянием Дол-Гулдура, но никто не скажет, чья рука направила их к гибели. Начало конца пришло прошлым утром, это ровно день назад. Моя армия зашла в Дол-Гулдур, и, знаешь, к нашему удивлению, крепость была практически пустой. Лучи света, которые мы с собой принесли, они ослепили остатки нечисти, и мы втоптали ее копытами в черные каменные полы этого проклятого места. Моя армия самая элитная во всем Средиземье. Ровно сотня лучших эльфийских всадников Флориана, Дол-Амрата и, разумеется, моего родного Ривенделла. Я лично осмотрел каждый зал Дол-Гулдура в поиске последних осколков зла. И знаешь, большую часть войска Дол-Гулдура составляли даже не орки, а сломленный сброд. Это бывшие люди, гномы и даже эльфы, которых некромант схватил в этих землях и превратил в своих слуг. Хотел бы я сказать, что их смерть подарит им свободу, но их души так давно были разбиты на тысячи осколков в пыточной этой крепости, что их уже не существует. Пугающая судьба. И поняв, что их конец близок, многие твари бежали к главной башне Дол-Гулдура. Забавно, даже самые сильные защитники колдовского холма, они тоже пытались сбежать от армии эльфийского света. Ну, как ты думаешь? Нет. Это не удалось ни единому из них. Каждый из слуг некроманта был вырезан эльфийским лезвием из истории Средиземья. Каждый из сотни эльфов и их верных коней выжили, за что во многом благодарили меня как полководца. Глорфиндель. Я единственный эльф, которого Валар вернули к жизни. Мои всадники готовы были отдать свою жизнь за меня, при этом зная, что я сделаю все, чтобы сохранить их жизни. На моих глазах пал Гондолин. Теперь я отплатил слуге Моргота, уничтожив его дом. Да, эта битва была для меня слишком личной. Но теперь все зло в Дол-Гулдуре уничтожено, и я с вершины наблюдал, как впервые за 2000 лет лучи солнца согревали своим сиянием эти камни. Или же мне просто хотелось в это верить. Мы собирались идти дальше на восток. Но нам нужно было дождаться прикрытия. Армия Арван и Дилдора в это время сражаются в Лихолесье к северу от нас. А на юге Элронд занимает поля Келебранта. До этого времени наши фланги были уязвимыми, так что мы разбили лагерь. Мы обосновались перед мостом в крепость, перекрыв единственный вход в нее. Никто в здравом уме не стал бы останавливаться в Дол-Гулдуре. Под ногами гнили орки, а над головой тянулись серые завесы вековечной паутины. Лошади отдыхали, а эльфы ждали моих приказов. Нескольких я направил в Дол-Гулдур, сжечь паутину, очистить крепость от ее прошлого. Я был окрылен победой и даже представить не мог, чем это все закончится. Даже когда они не вернулись к вечеру, я не увидел в этом угрозу для всей армии. Но тогда я еще не понимал. Знаешь, я хочу рассказать тебе о том, что произошло дальше, но я и сейчас не все могу понять.
Я отправился в Дол-Гулdur, чтобы найти пропавших эльфов. И на этот раз крепость встретила меня холоднее даже, чем во время штурма. Было ощущение, что я тут впервые. Я звал эльфов, и стены разносили мой крик, искажая его до неузнаваемости. Темное место. Было ощущение... Hello! Тут кто-то есть? Было ощущение, что Дол-Гулdur зовет меня в ответ. И тишина. Hello! Есть кто-то тут? Кусар Атук. Сиргаш Мокху. Hello! Кто-то тут есть? Hello! Наскур Урсаш. Есть кто-то тут? Ук Кусак Аштар. Аш Удук. Намус Ищ. Hello! Есть кто-то тут? Hello! Кто тут есть? Я знаю его. Это конь одного из моих всадников. Я бежал за ним, то ли в надежде, что он приведет меня к пропавшему эльфу, то ли потому, что просто не мог не бежать. Конь привел меня к омуту, к синей, как мой плащ в воде. Она не была обычной. Сомневаюсь, что в этом месте есть хоть что-то обычное. Из омута я слышал голос. Не эльфийский, нет. Не людской, не живой. Эти слова не принадлежали миру, в котором я стоял. С той стороны на меня смотрели. Я посмотрел в ответ. Гондолин. Город, которого больше нет. Как же давно это было. Но боль того дня никогда меня не освободит. В той битве я отдал свою жизнь за спасение эльфов. Но этого было недостаточно. Слишком многие из моего народа погибли. Я знаю это место. Мой новый дом, Ривандел. Только не снова, нет. Это не должно повториться. В неведомом дурмане нудесами привели меня в лагерь. Но мой разум остался там, в кошмаре, охваченного пламенем Ривендела. Валар не просто так вернули меня к жизни после гибели в Гондолине. Быть может, они дали мне второй шанс спасти свой дом.
Но эти видения... Может, они идут от самих Валар? Вряд ли я найду ответы здесь, в лагере. Вернувшись в Дол-Гулдур, я точно знал, где этот омут. Зачем он предупредил меня о приближающейся катастрофе? Но главное, что он скрыл от меня. Daglar Morghu Дарон. Тени кланяются тебе. Я стою во главе крепости. На мне знамена Дол-Гулдура, а по бокам тени. Но они больше не мои враги. Если я стану правителем Дол-Гулдура, я обосную свое королевство тут. Дол-Гулдур нуждается в господине. Быть может, это остановит силу зла от перехода на запад к Ривенделлу. Но даже если нет, Шошбус Ашгах Малко Урак Лидо Куду Тум Лидо Куду Тум Такар Турках Баурус Ашбукаут Возьми силу ночи Унду Такар Ашбуташаку, они твои. Огонь и тьма, они твои тени. Под тобой будет содрогаться сама земля. но даже если нет, я могу повернуть очищенную силу этого места против зла и поставить его тем самым на колени. Я больше не буду. Я никогда не буду чувствовать себя слабым перед любой армией. Подо мной будет содрогаться сама земля. Только Да. ты. Только я могу использовать эту силу правильно. Мне нужна эта сила. Мне и моему народу. Я отдал приказ своему войску. Каждый эльф без исключения должен покинуть лагерь и вернуться в Дол-Гулдур. Часть эльфов я направил на поиски пропавших солдат. Но их главная цель — это найти и охранять омут. Однако он будто растворился. Другие же эльфы получили приказ разбить черный камень крепости и из его осколков возвести новые статуи, памятники света. Они закладывали первые камни нового государства, которому суждено носить имя Глорин-Дол, Холм Сияния. Я был так оглушен музыкой собственного тщеславия,
что не услышал, как земля стонала под тяжестью армии, которая подступила к нам из мрака. Армия темного властелина. Единственного истинного темного властелина. Нас застали врасплох. Многих пешими, с кирками в руках. Мои солдаты были заняты перестройкой крепости, которую враг даже не планировал отдавать. Песни эльфийских дев о величии правителя Глорфинделя в моем воображении сменились на вполне реальную черную симфонию огня и многих тысяч врагов, которые принесли его с собой. Самая элитная армия эльфов дезориентирована, рассеяна, затерялась в каменных кишках Дол Гулдура. Что теперь? Я подвел Валар, подвел свой народ. Мне нет прощения. Единственное, что мне осталось, еще раз отдать свою жизнь, чтобы спасти хотя бы кого-то, но не себя. Мой верный конь Асфалот был подобен кораблю, который нес меня по затопившему Дол Гулдур морю армии некроманта. Я отправился на поиски заблудившихся отрядов, чтобы вывести их к главной башне Дол Гулдура. Но видел только, как гибнут эльфы, которые доверили мне свою жизнь. Орки знали эти узкие коридоры и черные проходы не вровень нам. Тени скрывали их передвижение, а из тьмы, которую они несли, было видно только тысячи мертвых глаз. Мне удалось вывести несколько отрядов к вершине крепости, но я только оттягивал неизбежное. В этот раз пути отхода не было. Постепенно нас вытеснили к сердцу крепости, главной башне Дол Гулдура. Я чувствовал чей-то взгляд за спиной. Нет, не чей-то. Его. И я ощутил что-то. Башня говорила со мной языком омута. Что еще ты мне не показал? Я ощутил в себе силу, которой могу сразить всех врагов и спасти остатки своей армии. Но теперь я точно был уверен, что это не помощь Валар, а темная сила. Будет ли правильно использовать ее, чтобы не повторить трагедию с первой эпохи? Мне нужно только произнести Крит Сабрат, Агрук Крит Сабратурук, Ак. Орлы. Почему вы всегда опаздываете?
Некоторым из нас удалось пережить сияние Дол Гулдура. Мы покидали крепость в тишине. И теперь я тут, говорю с тобой. Я знаю, что Глорфиндель погиб в Дол Гулдуре. Но кто теперь я? Моя судьба мне неведома, но клянусь, что сделаю все, чтобы Ривендell не постигла участь Гандалина. Любой ценой. Бу. Я планировал подрезать сценарий для этого видео с сияния. Вот, ну, может, оно так и получилось на самом деле. Но вроде нет. Неважно. У меня осталась еще одна битва в Мирквуде, к югу от старой дороги. Это Арван непосредственно вот, в самом Лихолесье. И там я тоже хочу сделать что-то, знаешь, вот более синематичное, нежели игровое. Вот, стоит ли выпускать подряд два схожих за атмосферой ролик? Возможно. Пока ничего не скажу. Вообще знаешь, даю слово, обещаю, что ролик с Арван выйдет через